Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Крапива – 10 лечебных свойств, рецепты и применение. Крапива двудомная наверняка известна каждому человеку. Невзрачная, жгучая, лечебная, вкусная – все это о крапиве. Она вошла в обиход человека со времен Древнего Рима. Из крапивы делали тончайшие ткани, готовили лечебные составы, магические зелья и употребляли в пищу. Знакомство с этим удивительным растением происходит, как правило, в детстве и носит неприятный характер. Только с возрастом человек осознает всю ценность крапивы. Польза крапивы. Из крапивы нельзя создать благоухающую икебану, радующую глаз. Но организм по достоинству оценит букет уникальных лечебных свойств. Целебное воздействие жгучей травы распространяется практически на все системы органов. Крапива способна стимулировать пищеварение, усиливать синтез желчи, нормализовать обмен жиров, снизить показатели холестерина, выводить токсины, останавливать кровотечение, уменьшать отеки, выводить избыток жидкости из тканей, регенерировать поврежденные ткани, стимулировать рост волос. Средства, в состав которых входит крапива, назначают для обезболивания при заболеваниях суставов. Мужчинам она помогает сохранить здоровье предстательной железы, защитить от проблем с мочеполовой системой. Женщины используют растения с древнейших времен для очищения кожи и сохранения красоты волос. После обработки кипятком в крапиве сохраняются все ценные элементы. Все части крапивы насыщены микроэлементами, важнейшими биохимическими соединениями. В листьях и листьях обнаружено эфирное масло, незаменимые кислоты, пантотеновые, фенолкарбоновые, флавоноиды, гистамин. В крапивных волосках содержится муравьиная кислота, ацетилхолин, кремний, семена, насыщенные аскорбиновой и линолевой кислотами. В корнях установлено наличие алкалоида никотина. Богатый состав объясняет широкое применение крапивы в качестве профилактического и лечебного средства при многих заболеваниях. Крапива улучшает такой показатель, как свертываемость крови. Заметно увеличивает количество гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов в крови, а также уменьшает концентрацию сахара. В свойства крапивы входят такие, как ранозаживляющие, мочегонные и общеукрепляющие. 10 лечебных свойств крапивы. Все ценные качества крапивы сохраняются после сублимационной сушки, варки, бланширования и высушивания. Для достижения терапевтического эффекта можно употреблять как аптечные препараты, так и приготовленные в домашних условиях. 1. Множество полезных веществ. Травяное сырье крапивы содержит массу питательных веществ – витамины, минералы, жиры, аминокислоты, полифенолы, пигменты. Все эти соединения поддерживают функции внутренних органов, участвуют в биохимических процессах, синтезе необходимых гормонов и ферментов. В крапиве обнаружены мощные антиоксиданты, защищающие клетки от разрушительного действия свободных радикалов. Старение, злокачественное перерождение клеток во многом связаны со свободными радикалами. Научные наблюдения доказали, что использование экстракта крапивы двудомной улучшает показатели антиоксидантов в крови. 2. Уменьшает симптомы воспаления. Воспаление – естественная реакция организма на инфекцию. Опасен переход острого воспалительного процесса в хроническую форму. В крапиве обнаружены соединения, подавляющие клинику воспаления. Лабораторные эксперименты с животными подтвердили, что крапива двудомная угнетает синтез специфических маркеров и провоспалительных цитокинов. Пациентам с артритами разного происхождения назначают кремы, в составе которых присутствует крапива двудомная. Наблюдения показывают, что наружное использование препаратов с крапивой смягчает симптомы воспаления в пораженных суставах. В одном из экспериментов приняли участие 27 больных артритом. Экспериментальная группа использовала крем из крапивы двудомной, вторая – плацебо. В первой выборке отмечалось значительное уменьшение болевых ощущений в сравнении с показателями второй. Другое исследование подтвердило предположение, что препараты, в состав которых входит крапива двудомная, способны снижать боль при воспалении суставов. Все участники эксперимента отметили, что снизили привычную дозу противовоспалительных обезболивающих средств. 3. Помогает при гипертрофии предстательной железы. Согласно статистике, практически 50% мужчин в возрасте старше 50 лет страдают от увеличения простаты. Это состояние диагностируют как доброкачественную гиперплазию предстательной железы ДГПЖ. Точные причины ДГПЖ неизвестны, но в результате ее развития возникают неприятные ощущения во время мочеиспускания. Результаты нескольких исследований показывают, что препараты крапивы двудомной помогают в лечении аденомы простаты.
Эксперименты с животными подтвердили, что крапива угнетает трансформацию тестостерона в его более агрессивную форму – дигидротестостерон. Купирование механизма преобразования уменьшает границы простаты. Исследования с участием людей показали, что употребление экстракта крапивы двудомной способствует уменьшению проблем с мочеиспусканием как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 4. Снимает симптомы сенной лихорадки. Сенная лихорадка – одна из форм аллергической реакции, которая сопровождается воспалением слизистой носа. Крапива двудомная естественным образом избавляет от неприятных симптомов сенной лихорадки. Лабораторные исследования показывают, что активные вещества экстракта крапивы способны подавить воспалительные маркеры, вызывающие сезонную аллергию. Они запускают блокировку гистаминовых рецепторов, ингибируют синтез химических соединений, влияющих на клиническую картину аллергического иммунного ответа. Однако некоторые ученые считают, что при применении на людях крапива двудомная может быть немногим эффективнее плацебо. Противоречивые результаты указывают на необходимость проведения долгосрочных исследований с участием людей. 5. Снижает артериальное давление. Более 30% взрослого населения Земли страдают от высокого артериального давления. Гипертония – серьезное заболевание, которое в несколько раз повышает риск развития сердечных патологий, инсультов, которые занимают первое место среди причин смерти. Крапива двудомная упоминается в народных медицинских учениях как традиционное средство для снижения и контроля высокого давления. Лабораторные эксперименты с животными показали, что крапива действительно уменьшает показатели артериального давления, причем действует на сосуды несколькими способами. Оказалось, что она активизирует продуцирование оксида азота, обладающего вазодилатирующим действием. Сосудорасширяющее влияние выражается в расслаблении стенки сосудов с последующим увеличением их просвета. В крапиве содержатся вещества, которые обладают свойствами блокаторов кальциевых каналов. Таким образом происходит расслабление миокарда и снижение силы сердечных сокращений. Параллельные наблюдения за животными показали, что крапива действует комбинированно, понижает артериальное давление и оберегает сердце от свободных радикалов. Сложным биохимическим путем реализуется антиоксидантное свойство растения. Изучение влияния крапивы двудомной на сердце, сосуды и показатели артериального давления человека продолжается по настоящее время. 6. Помогает контролировать уровень сахара в крови. Гипогликемическое свойство крапивы двудомной изучалось на животных и людях. Выяснилось, что это растение содержит вещества, которые оказывают действие, схожее с инсулином. В течение 3 месяцев 46 участников эксперимента получали по 500 мг экстракта крапивы двудомной трижды в сутки. Контрольные анализы показали стабильное снижение уровня глюкозы в крови. В группе плацебо-подобных эффект не был зафиксирован. 7. Уменьшает кровотечение. В крапиве двудомной содержатся соединения, обладающие антигеморрагическими свойствами. Это воздействие крайне полезно и своевременно после хирургических операций. Необходимый кровоостанавливающий эффект обеспечивают витамины С и К, дубильные вещества, эскулин. Лабораторные исследования подтвердили, что крапива вступает в реакцию с белками и способствует синтезу гемоглобина. 8. Поддерживает здоровье печени. Крапива двудомная способна выводить из организма токсины, соли тяжелых металлов, то есть поддерживать выполнение соответствующих функций печени. Антиоксиданты, входящие в состав растения, защищают клетки печени от негативных воздействий и воспалений. 9. Обладает выраженным мочегонным эффектом. Исследования на животных показали, что употребление крапивы двудомной помогает выведению излишних солей и воды из мягких тканей. Эти механизмы также участвуют в регуляции артериального давления. 10. Ускоряет регенерацию кожи. Наружное использование средств на базе крапивы двудомной, экстрактов, кремов, болтушек способствует заживлению ран и ожогов кожи. Как принимать крапиву в лечебных целях? При анемии. Исследования показали, что железо, которым богата крапива, активно включается в процесс синтеза гемоглобина и гистидина. Гистидин – особая аминокислота, необходимая для выработки эритроцитов. Растительные вещества крапивы стимулируют всасывание соединений железа, которые содержатся в пищевых продуктах. Анемия сопровождается быстрой утомляемостью, чувством физической слабости. С этими неприятными симптомами помогают справиться витамины, минералы, которые крапива содержит в большом количестве. При кровотечениях. Гемостатический механизм действия крапивы реализуется примерно так же, как и противоанемический. В ряде случаев оба процесса взаимосвязаны. Кровотечение, независимо от локализации, неизбежно ведет к падению уровня эритроцитов и гемоглобина.
Способность крапивы останавливать кровотечение объясняется высоким уровнем витамина К, дубильных веществ и аскорбиновой кислоты. При сахарном диабете крапива не может изменить показатели сахара крови. Лечебный эффект лекарственного растения распространяется на сосуды, печень и поджелудочную железу, которые первыми реагируют на диабет. Содержащиеся в крапиве активные компоненты помогают нормализовать общий обмен веществ. За счет крапивного секретина усиливается выработка собственного инсулина. Обследование пациентов, длительно принимающих крапиву, показывает нормализацию деятельности бета-клеток поджелудочной железы. При заболеваниях органов дыхания большинство заболеваний системы дыхания сопровождаются кашлем. Для купирования приступов упорного кашля назначают свежий сок из крапивы, отвар или сироп помогает при хроническом кашле. Все части растения можно использовать для приготовления лечебных средств при простудных заболеваниях, бронхитах. С помощью крапивы удается снять воспаление слизистых оболочек трахеи, бронхов, облегчить отхождение мокроты, снизить температуру. При болезнях системы пищеварения крапива традиционно включается в состав лекарственных средств, которые назначают при заболеваниях ЖКТ. Одно из средств – аллохол, используемый в лечении патологии желчного пузыря, печени, кишечника. Крапиву назначают как часть комплексной терапии при гепатитах, язвенной болезни, запорах. Для достижения эффекта прием средств на основе крапивы продолжают не менее 14 дней. При болезнях кожи наружное применение крапивы показано при воспалительных заболеваниях кожи, поверхностных ссадинах и неглубоких ранах, экземах, появлении угревой сыпи, множественных фурункулах. Порошком из высушенных листьев крапивы присыпают пораженные участки. Настоем протирают кожу несколько раз в сутки, используют в качестве аппликаций, добавляют в ванну. При заболеваниях опорно-двигательного аппарата крапива применяется в комплексной терапии ревматизма, радикулита, миалгиях и суставных болях. Эффективно хождение босыми ногами по молодым побегам крапивы, а также использование веника. Чтобы сделать крапивный веник, берут крепкие побеги одинакового размера, лучше, если они будут с цветками, и связывают. Веник применяют при посещении бани после окунания в горячую воду. Если париться противопоказано, горячий веник прикладывают к пораженным суставам, болезненным мышцам и оставляют до остывания. При проблемах мочевыделительной системы крапива рекомендована для устранения отеков, которые могут сопровождать заболевания почек. Использование крапивы помогает избавиться от сопутствующих воспалений. Продолжительность лечения обычно составляет не менее недели. Для выведения токсинов в народной медицине из крапивы издавна готовили противоядие. Антитоксическое свойство растения эффективно при бактериальных, пищевых, алкогольных отравлениях. За выведение токсинов и вредных веществ отвечают лигнины и полисахариды крапивы. Для лечения интоксикаций готовят концентрированный настой крапивы, который разводят водой. Средства принимают по 100-150 мл не менее 3 раз в сутки в течение 3 дней после отравления. Весь объем выпивают медленно, маленькими глотками, для восстановления сил организма. В медицине выделяют ряд состояний, которые требуют дополнительных усилий для восстановления тонуса организма, период после хирургического лечения, острый или хронический стресс, истощение, нервно-психические расстройства, тяжелые физические нагрузки. Во всех частях крапивы содержатся вещества, которые помогают восстановить силы. Аминокислоты и ферменты стимулируют восстановление костной ткани, защищают от радиационного излучения, активизируют иммунитет, метаболизм, улучшают кровообращение. Витамин, флавоноиды смягчают воспаление, обеспечивают антигистаминный эффект. При миоме крапива эффективна на ранних стадиях миомы матки. Растительные активные элементы сужают просвет сосудов, питающих опухоль, эмболизируют узлы. Прекращение поступления питательных веществ вызывает регресс миомы. Доброкачественные опухоли матки часто провоцируют кровотечениями, а значит, назначение крапивы оправдано вдвойне. К сожалению, повлиять на опухоли большого размера крапива не может. Во время грудного вскармливания. В период грудного вскармливания крапива рекомендована для увеличения объема молока. За счет повышения гемоглобина повышается тонус организма, что естественным путем увеличивает выработку грудного молока и продлевает лактацию. Кормящим женщинам рекомендовано недельными курсами пить однокомпонентные травяные чаи из крапивы, малины и листьев фенхеля. Для повышения лактации подходят аптечные сборы крапивы или сырье, собранное самостоятельно. Во время беременности применение крапивы в первые 3 месяца беременности запрещено. Активные фитоэлементы могут спровоцировать сосудистые спазмы, гипертонус матки. Эти процессы могут привести к выкидышу.
На более поздних сроках беременности крапива защищает от инфекций, предупреждает возникновение анемии, положительно влияет на самочувствие женщины. Несмотря на положительное воздействие крапивы, будущей матери следует обсудить употребление травяных составов с гинекологом. При эрозии шейки матки. Эрозия шейки матки – одна из самых распространенных гинекологических проблем. С лечебной целью возможно использование свежего крапивного сока путем пропитывания стерильных тампонов. Подготовленный тампон вводят во влагалище на ночь. Фитотерапия такого рода может продолжаться месяц. Автор – врач-фитотерапевт Соколова Нина Владимировна. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.